Всем привет, меня зовут Василиса Дованкова, и это новости за последние 72 часа. В этом выпуске мы с вами поговорим о том, что Настя Ивлеева запустила собственное драг-квин-шоу, Рева назвал Моргенштерна червяком и почему не стоит потакать своей аудитории. Погнали! Настя Ивлеева запустила собственное драг-квин-шоу. Тема мужчин в платьях все никак не может оставить народ в покое. Даже несмотря на уже традиционное получение по щам на улице, мужчины все равно упорно продолжают надевать эти платья. Кто-то старается игнорировать эту тему и не говорить о ней, но точно не Настя Ивлеева, которая запустила, как я уже сказала, свое драг-квин-шоу. Что же такое драг-квин-шоу? Сейчас объясню. Это когда парни, которые не парни, в общем, трансгендеры, надевают платья, надевают накладную грудь и поют и танцуют со сцены. Почему Настя решила запустить именно такое шоу, остается только гадать. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Возможно, дело в том, что такие драг-квин-шоу у нас в России не популярны, то есть не то, что не популярны, их вообще в принципе не существовало открыто до этого. То есть когда я увидела у нее в сторис анонс этого шоу, я поняла, что я знаю, что такое вот это драг-квин-шоу, потому что я жила несколько лет в Америке, и там это действительно очень популярно и происходит, ну, почти на каждом углу. Ужас! Однако наша российская аудитория совсем на эти темы не посвящена, и, возможно, Настя хочет выделиться так, потому что просто хочет сделать что-то первой в России. Но есть и второй, очень простой вариант. Возможно, она просто хочет поддержать ЛГБТ-сообщество. Девушка, я вас сейчас изнасилую. О, давай, напугал, блин. Как конкретно выглядит Настина шоу, мы пока посмотреть не можем, потому что оно прошло в офлайн формате, где было запрещено снимать. То есть люди могли купить билеты и посмотреть, а в интернете ничего этого пока нет. Однако после того, как она протестирует формат, она, естественно, перенесет его на YouTube, о чем сама говорила у себя в сторис. И, думаю, журналисты, естественно, спросят у нее, что же она вообще хотела сказать созданием такого шоу. Так что скоро все узнаем. Кстати, как я уже и говорила в прошлых выпусках, государство стало активнее поддерживать блогеров, и становиться популярным среди сверстников, кажется, теперь будет проще. В Петербурге за счет городского бюджета, а не продюсерских денег, построили собственный TikTok-хаус. Причем это не инициатива государства, а инициатива детей и подростков, которые выиграли в конкурсе «Твой бюджет» 15 миллионов рублей на воплощение собственной мечты. Мне пока интересно, каким образом определяли победителей в этом конкурсе, то есть были же наверняка какие-то другие мечты и инициативы, но выиграл TikTok Дом. Правильно это или нет, каждый может судить только сам для себя, а пока давайте порадуемся за выигравших ребят. Наконец-то о скандале на премии Муз-ТВ высказался ее победитель Александр Ревва или Артур Пирожков. В интервью он сказал, что сам не ожидал своей победы, и для него наградой было уже то, что его хотя бы просто номинировали. А что касается недовольства Моргенштерна результатами премии, то тут бывшая звезда комедии его резко осадил и сравнил его с червяком, которому что-то отрубили. Давайте признаем, что панч, особенно для хорошего комика, достаточно странный. Что значит червяк, которому что-то отрубили, и как это вообще связано с премией и Моргенштерном? Ревва в презрительной форме поведал, что на самом деле Моргенштерн еще ребенком слушал песни Артура Пирожкова и взял из них самое худшее. Несмотря на милое лицо. Контент 18+, шутки про секс и беспорядочные половые связи. Да я шарю в этом в миллион раз лучше вас. Ревва также сказал, что в отличие от Алишера, он уже повзрослел, и теперь его контент несет людям только хорошее. Только странно, что Пирожков осадил Моргена только сейчас, когда весь хайп уже как будто бы немножко улягся. Выглядит это немного так, как будто все-таки это был договорняк, и Муз-ТВ хотели, чтобы такой скандал произошел у них на премии, а теперь, когда все начинает сбавлять обороты, то Моргену уже можно закрыть рот. А теперь к новостям политики. Но не спешите, пожалуйста, ставить дизлайки, потому что это новость про блогера в политике. Я прощаю тебя. И я сейчас не про Нурлана Сабурова, которому предложили стать мэром Степногорска, а про то, что из небытия восстал Слава КПСС или Гнойный. Напомню, что это тот, кто в свое время победил Оксимирона на рэп-баттле. Так вот, Слава заявил, что бросил пить и теперь хочет податься в депутаты. Предвыборные обещания у него следующие, что он будет каждый день писать силовикам, чтобы они срывали концерты Моргенштерна и Хаски. Давайте разберемся. Во-первых, естественно, вряд ли за этими словами последуют какие-то реальные действия. А во-вторых, не думаю, что кто-то проголосует за Славу с такими предвыборными обещаниями. Но он на голову слабенький, пиздец.
потому что одной половине людей, мне кажется, вообще все равно на Моргенштерна и Хаски, а второй половине людей они нравятся, и они не хотели бы запрещать их концерты. Так что Гнойному, кажется, стоит сменить политтехнолога. Сейчас аудиторию удержать становится все труднее, и зачастую блогеры делают это любыми способами. Кто-то прикидывается больным или травмированным, кто-то ссорится с курьерами и много раз пытается разыграть подписчиков. Думаю, вы прекрасно знаете, к кому относятся прошлые характеристики, но есть звезды, которые настолько самодостаточны, что не делают никакого ажиотажа вокруг собственного положения. Например, мы только сейчас узнали, что бывшая солистка группы «Серебро» Катя Кищук родила ребенка от рэпера Слоутай. Это такой нежданчик, что никто и не готовился к этой новости, зато теперь мы знаем, что новоиспеченные родители точно знают смысл поговорки «счастье любит тишину». Кстати, Катя Кищук назвала своего сына Рейн, что означает «дождь», но не спешите думать, что это странное имя. Один филиппинский дизайнер вообще решил назвать своего сына HTML. В честь разметки веб-страницы. Таким образом, он хотел увековечить свою профессию программиста. И главное, что в семье, в которой родился, собственно, ребенок HTML, это имя не самое странное, потому что его отца зовут Макароны 85, его сестру Спагетти 88, а своих детей эта сестра назвала Сыр Пимента и Сыр Пармезан. И просто теперь среди всех этих имен, которые как-то связаны с едой, найдите лишнее. Почему HTML? Это типа что, семья поваров, в которую как-то затесался программист, но его вообще-то тоже зовут Макароны 85? Чего, блин? Короче, извините, я многое понимаю, но этого я не понимаю. В общем, давайте сделаем так. Если у вас вдруг есть знакомые, друзья или родственники со странными именами, то напишите мне их, пожалуйста, в комментарии. Мне будет точно очень интересно почитать после такой-то новости. Все блогеры хотят радовать свою аудиторию и оправдывать ее ожидания, но иногда, как оказалось, лучше стоять на своем. Чего не сделала Маха Горячева и испытала тотальное разочарование. Она сделала себе новую прическу, нарастив волосы, но подписчики почему-то не оценили и жестко раскритиковали ее новый стиль. Возможно, в расстроенных чувствах Маша сразу отрезала эти волосы и расплела косички, но аудитория захейтила ее еще больше. Что вообще подписчикам не понравилось, я не очень понимаю, потому что до Махи такую прическу делали и Настя Рыжик, и Аня Покров, и Катя Адушкина, и вообще кто только не делал. Возможно, конечно, она не угадала с цветом, но это точно не повод называть ее в комментариях мужиком, который надел парик. Как я уже сказала, почти на следующий день она срезала эти волосы и тогда получила хейт на тему «Зачем наращивать сегодня, чтобы завтра их состричь?». В общем, мне кажется, это показательная ситуация, когда становится ясно, что не всегда стоит слушать подписчиков, потому что бывает, что они недовольны и когда наращиваешь волосы, и когда их срезаешь. Но Маха еще легко отделалась, а вот одна китайская блогерша пострадала гораздо сильнее. Вот кажется, да, блогерство — легкая работа, мы ничем не рискуем, некоторые сидят в студии, просто что-то записывают, но так бывает не всегда, и подчас, будучи блогером, можно серьезно подорвать свое здоровье, сидя в той же самой студии. Ну-ка. Так вот, в Китае популярно одно такое, ну не знаю, извращение. Они, в общем, любят наблюдать за девушками, которые едят на камеру. Им готовы донатить бешеные деньги, чтобы они не переставали обжираться на эту самую камеру. Но у этой работы, естественно, есть последствия. И недавно одна такая блогерша показала фото, что с ней стало после 5 лет занятий фудблогерством. Думаю, здесь вы видите все сами, остается только надеяться, что ей хватит заработанных денег, чтобы избавиться от этих последствий. Девушке из прошлой новости всего-то и стоило, что отказаться от постоянного поглощения пищи. Но не всегда все может закончиться так хорошо, потому что иногда за свой отказ девушки умирают. К сожалению, такой случай произошел в России. 17-летний школьник решил провести домой 15-летнюю восьмиклассницу.
И все могло бы быть так же мило, как в песне Цоя «Восьмиклассница», однако девушка, когда они подошли к ее дому, отказалась поцеловать в ответ этого парня, в связи с чем он нанес ей такие травмы, которые были несовместимы с жизнью, и она умерла. Сложно сделать какие-либо выводы из этой ситуации, я надеюсь, что здесь не найдется людей, которые смогут сказать, что она ему отказала, в принципе, сама виновата, правильно поступил, потому что иногда у нас такое бывает. Просто, наверное, напомню молодым девушкам, которые меня смотрят, что от такой ситуации никто не застрахован, и, может быть, просто немножко больше прислушивайтесь к своей интуиции, возможно, она сможет подсказать вам, что вы находитесь рядом с каким-то опасным человеком. Но некоторые люди не пытаются бежать от навязчивых отношений, а наоборот превращают в такие свои. Причем настолько, что и шагу друг без друга ступить не могут в прямом смысле. И, естественно, у всех подобных отношений закономерный финал – расставание. И еще хорошо, если оно пройдет на доброй ноте, и люди останутся друзьями, как, например, пара из Харькова, которая в прямом смысле сковала себя узами любви на День Святого Валентина. Эта самая пара связала друг другу руки цепями, как бы рука к руке, так что они реально не могли никуда пойти друг без друга на протяжении 3 месяцев. Чтобы вы понимали, и, возможно, вы даже смотрели этот ролик, у меня было видео, где я была прикована к 2 чувакам, своим друзьям, наручниками в течение целого дня. Мы приковывались часов на 7-8, по-моему, ели вместе, купались в бассейне и вообще делали всякую лютую хрень. И это, скажу я вам, реально очень тяжело и бесит. А тут представьте себе 123 дня бок о бок, и вместе вы ходите даже в душ и туалет. В общем, естественно, ничем кроме расставания подобный эксперимент закончиться не мог. Хотя, судя по тому, что они расстались с друзьями и вообще не переубивали друг друга в течение этого времени, могли бы действительно быть хорошей парой. Печалька. Так что судите сами, стоило ли приносить свои отношения на алтарь такого странного эксперимента. Мише Литвине 3 болта, но нет, несмотря на заголовок, он не засветился в сомнительном скандале. Просто, как и героев из предыдущей новости, его тоже связывает железо. И это болты в его плече, которое у него раньше постоянно вылетало и мешало жить. Это хроническое заболевание, оно никак не связано с любовью Миши полихачить. Но, к сожалению, как и ЛД, видимо, Литвина мы увидим за рулем еще совсем не скоро. А в это время в Ялте настоящий апокалипсис. Всего за 6 часов там выпала месячная норма осадков, и теперь местная река просто вышла из берегов и смыла центр города. Я очень надеюсь, что этот реально апокалипсис будет скоро устранен, и очень не завидую тем людям, которые на это время поехали туда в отпуск. Ну, такой себе получился этот самый отпуск. Кратковременные дожди. Апокалипсис, ёбаный в рот. А если у меня в подписчиках есть люди из Ялты, обязательно отпишитесь мне в комментарии и расскажите, как там у вас, что вообще сейчас происходит. И напоследок, как всегда, хорошая новость. Недавно в своем телеграм-канале, кстати, да, он у меня есть, и ссылка на него есть в описании, обязательно переходите и подписывайтесь. В общем, там недавно вышла новость о том, что одному парню, школьнику из Екатеринбурга, снизили оценку за то, что у него были крашеные волосы и серьга в ухе. Вот он, да. Вот твои зеленые волосы, все испортили. Поэтому получается хорошо. Хотя отвечал он вполне достойно. Так вот, спешу поделиться новостью, что справедливость восторжествовала, и парню поставили оценку за его знания, то есть заслуженную 5. Ну а на сегодня у меня все. Пожалуйста, не забывайте подписываться на этот канал и делать эту кнопочку серой, а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!